Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события предполагаются на этой неделе, как они повлияют на рынки и что сегодня ожидается в движениях по ключевым активам: доллару, нефти, золоту, рублю, евро. На этой неделе все внимание будет приковано к встрече виртуальной в Джексон-Холле. Это начнется 26 августа. Ну а сегодня у нас будут другие важные дела. Во-первых, 10:30 индекс деловой активности в промсекторе Германия. Там есть ряд моментов, которые неприятны. Они связаны с автомобилестроением. Дело в том, что крупнейшие автомобильные компании, в том числе немецкие, кто-то планирует, кто-то уже осуществляет сворачивание производства, поскольку они не могут выпускать машины из-за критичной нехватки чипов. Да, именно чипов. Современный автомобиль, как оказывается, устройство мало отличное от компьютера, который требует большое количество кремниевых пластин. Ну и вот в этом ключе вполне возможно, что выйдут данные, которые будут несколько негативны. По крайней мере, предполагается, что индекс деловой активности будет хуже предыдущего. Так, здесь еще индекс деловой активности в секторе услуг, но для Германии более важно то, что происходит в промсекторе, поскольку крупнейший экспортер высокотехнологичной продукции. Так, ну и следом через полчасика в 11 часов индекс деловой активности в промсекторе еврозоны. Так, ну и далее во второй половине дня 16:45 индекс деловой активности в промсекторе США, композитный и в секторе услуг. Ну, такой вот сегодня получается день PMI западного полушария. Ну и сегодня в 5 часов продажи на вторичном рынке жилья по Соединенным Штатам. Показатель очень интересный, несколько противоречивый, потому что по сути это тот самый показатель, который может указывать на то, что начали распродавать так называемое инвестиционное жилье. Так, друзья, дальше давайте посмотрим, что тут по новостям у нас. В Китае свели рост ковида практически на нет, но это достигается путем реально драконовских мер, когда все перекрывают при выявлении хотя бы одного заболевшего. И здесь на самом деле большой вопрос. Вот такие действия, они являются более или менее вредными для экономики, нежели если бы какое-то распространение ковида произошло. Позитивные новости по поводу восстановления рынка азиатско-тихоокеанского региона, соответственно, отскок и по Японии, и по Китаю сейчас происходит. Возможно, эта неделя окажется достаточно позитивной, и, соответственно, Китай консолидируется в просадке, которая началась, и попытается отскочить. Так, друзья, ну вот смотрите, если переходить на график китайского фондового индекса CSI 300, действительно неделя очень позитивно начинается, и, соответственно, он пытается вот в этом диапазоне консолидироваться, ниже не пойти. Так, ну вот еще такой интересный момент. Goldman Sachs заявляет, следует такой концепции, что для Emerging Market закончилось так называемое потерянное десятилетие, что развивающиеся рынки значительно отстали от развитых рынков, и пришло время, чтобы развивающиеся рынки по своему росту догнали развитые рынки. Предполагается сделать ставку на Бразилию, Мексику и Россию. Единственное, не совсем понятно, как такая модель может быть реализована на фоне остывающего Китая, у которого снижается ВВП, прирост каждый год, и, соответственно, там масса проблем в экономике, в демографии, они начинают давать о себе знать. Но в любом случае, скорее всего, рост, если и будет, о котором они говорят, то это произойдет после того, как будет какая-то встряска, потому что здесь накопилось слишком много оснований. Это и ужесточение политики ФРС, с одной стороны. С другой стороны, по мнению авторов статьи, как раз ужесточение политики ФРС в краткосрочную сработает негативно для emerging markets, но в среднесрочной перспективе окажет очень позитивное влияние на рост, потому что, по сути, американский пузырь перестанет надуваться,
из-за халявных денег. И, соответственно, потоки капиталов переориентируются на emerging markets, которых идеи восстановления, роста, они еще себя не отыграли, по мнению Goldman Sachs. Есть определенные риски, которые связаны с низким процентом вакцинированности, негативным влиянием COVID, но предполагается, что эти риски они сойдут на нет, и, соответственно, emerging markets наконец-то покажут восхитительный рост. Правда, почему-то emerging markets здесь берется без Китая. То есть, по сути, предполагается делать ставку на Бразилию, на Россию, Мексику и на Южную Корею. Так что, может быть и правда, мы чего-то не знаем. По сути, потом окажется, что закончилось потерянное десятилетие, и emerging markets и рынок России улетел в космос. Скажу сразу, я к этой идее отношусь несколько осторожно. И с моей точки зрения, если подобное движение состоится, оно будет носить спекулятивный, краткосрочный, ну, во всяком случае, не очень долгий характер. Потому что, по сути, то, о чем пишет Goldman Sachs, это всего лишь короткая игра капитала на отработку тех идей, которые еще не выработаны. Но на самом деле, если смотреть средний, даже не средний, а долгий срок, там 5-10 лет, то для того, чтобы был устойчивый рост фондового рынка, необходима масса изменений, которые должны произойти в этих странах, о которых они пишут. И без этих изменений никакой долгосрочный рост, он в принципе невозможен. То есть только короткое движение капитала и потом его вывод. Поэтому, возможно, действительно Goldman Sachs на ближайшую перспективу прав. Единственное, два вопроса у меня есть к их стратегии. Первый вопрос, это который связан, насколько существенно будет просадка, связанная с ужесточением политики ФРС. И второй момент, фактор X, о котором они вскользь упомянули, это Китай. Если Китай начинает остывать и тем более падать, то, соответственно, это самым негативным образом скажется на спросе на сырьевые товары и вообще в целом на мировой экономической ситуации. Поэтому на фоне таких процессов в Китае, если они начнут развиваться, ну, скажем так, по негативному сценарию, я не уверен, что то, о чем пишет Goldman Sachs, возможно к реализации. Поэтому идея интересная. Если за ней наблюдать и вовремя заходить, выходить, она позволит заработать. Но с другой стороны, как бы тут надо четко понимать, что все подобные заявления, они, как правило, несут в себе замаскированный интерес тех структур, которые подобные прогнозы дают. Так, друзья, ну далее Baltic Dry. Ну смотрите, здесь уже просто ракета возникает. И вот это как раз та самая ракета, которая уже начинает нести очень серьезную угрозу для экономического роста. И, соответственно, она может уже в ближайшей перспективе сработать, ну, наверное, сопоставимо по силе с риторикой или действиями ФРС. Потому что она не действует столь явно, но она накапливает в себе потенциал, который начинает сжигать весь экономический рост, который происходит. Так, друзья, ну вот еще NASDAQ. То, что касается NASDAQ, если недельный график брать, то действительно здесь созрели все условия для того, чтобы начал возникать коррекционный откат. Но, может быть, это прямо не сразу будет на этой неделе. Но здесь надо ясно понимать, что в ближайшее время будет смена фаворитов, переток капитала, и, скорее всего, все-таки хай-тек немножко спустит осенью. Так, друзья, далее давайте RGBI посмотрим. Российский индекс ОФЗ, месячный таймфрейм беру. Действительно произошел перелом по факту увеличения ключевой ставки Центробанком. И весьма вероятно, что в ближайшее время будем находиться в диапазоне выше 145 и, возможно, даже пойдет рост по направлению 147,5. Ну, здесь надо четко понимать, что с такими процентными ставками есть очень большой интерес к вложению в российские активы. И алчущие капиталисты, они обязательно воспользуются этим. Так, друзья, далее VIX, недельный таймфрейм. Ну, сами видите, какие здесь
происходит движение, то есть здесь по сути идет постепенное накопление и подготовка к дальнейшему росту. Да, пока все это дело утрясается, то есть по факту накопления происходит разгрузка, но здесь, сами видите, на недельном таймфрейме сформировалась уже разворотная формация, которая она, скорее всего, где-то к концу сентября этого года даст о себе знать и очень сильно. Так, друзья, далее нефть, дневной таймфрейм, бренд. Смотрите, ситуация действительно очень интересная. Потому что, с одной стороны, закрытие ниже 66.25 должно какое-то время поддержать вот в этом диапазоне 60,5-66.25. Сегодня мы видим попытку отскока и закрепления выше 66.25. Для нефти это достаточно позитивный момент. Кроме того, соты по нефти вышли очень позитивные. Они указывают на то, что из нефти никто толком пока не выходит. Спекулянты держат позиции. Вышки активные, буровые наращиваются. Соответственно, здесь по нефти особый пессимизм не прослеживается. Кроме того, помимо всего прочего, на северо-востоке Соединенных Штатов начались ураганы. Это, конечно, пока не залив, где добывают нефть, но тем не менее они имеют обыкновение бородировать по побережью. И поэтому в самое ближайшее время сезон ураганов может оказаться хорошим подспорьем для цен на нефть. Так, и соответственно сегодня по нефти будет решаться вопрос: возврат выше 66.25 или не возврат. Если произойдет возврат, то вполне может оказаться, что вот это движение и закрытие недели даже, это был всего лишь прокол. Прокол и, соответственно, снятие стопов. После этого выдохнули, консолидировались и пошли наверх. Но я больше склоняюсь к мысли о том, что будет какое-то время движение в районе 66.25. И, соответственно, вот этот заход, который был, он неминуемо будет нефть притягивать в этот диапазон. Так, друзья, давайте перейдем на часовик. На часовике картина указывает на то, что здесь идет консолидация в диапазоне. Нижняя граница, соответственно, у нас 66.75, 64.75. Верхняя граница 67. Так, смотрите, друзья, здесь, мне кажется, на текущий момент пока рано однозначно утверждать, что произошел разворот и, соответственно, будет движение наверх. Я думаю, все-таки надо подождать открытия основной сессии в Соединенных Штатах, и тогда будет четкое понимание. Если начнется закрепление и проторговка хотя бы сегодня большую часть дня выше 66.25, тогда весьма вероятно действительно вот это движение вниз, оно было ложным проколом. И мы как минимум увидим продолжение отскока нефти Brent наверх. Цель движения будет в район 69,8, возможно даже 70,5. Если до открытия американской сессии произойдет пробой 66,9-67 на объеме, то это с высокой степенью вероятности будет указывать на то, что, по крайней мере, понедельник, вторник, среда по нефти пройдут с попыткой отработать и вернуться на 70,5. Но с учетом тех победных реляций о том, что в Китае изолировали ковид, поскольку здесь затор был именно со спросом со стороны Китая, вполне может быть, что все-таки будет позитивное движение на момент открытия Соединенных Штатов, и понедельник, вторник, среда по нефти мы увидим отскок и попытку сходить на 70,5. Так, друзья, далее золото, ставлю часовик. Соты по золоту вышли очень мощные. Собственно говоря, вот с утра это движение, оно, по крайней мере, для начала недели реализовало, и сейчас весьма вероятно по золоту боковое движение, консолидация, нижняя граница 1778, верхняя, соответственно, 1789. На текущий момент вот у золота уровень 1786, соответственно, если его пробиваем, здесь часик торгуемся, то до американской сессии, скорее всего, будет основное движение в диапазоне 1782,5-1786.
И может произойти коротенький задерг, у которого цель движения будет в районе 1777,2. Вот сюда вот. Но первые половина дня и до открытия Америки, скорее всего, по золоту пройдут вот здесь, в этом диапазоне. Так, друзья, далее серебро. Обращаю внимание, что российские юридические лица в пятницу делали ставку на просадку и серебра, и золота. Однако вот у нас уже с утра развивается отскок. Дневной таймфрейм по серебру указывает на то, что весьма вероятно на прошлой неделе мы видели локальный минимум, и соответственно сейчас движение должно развиваться на рост серебра, цель движения 23,6. Так, ну и четырехчасовик по серебру достаточно оптимистичный, он указывает на то, что сегодня, завтра весьма вероятно разовьется движение. Первая цель 23,62 и потом соответственно тестирование 24. Но эта идея не срабатывает, если будет коррекционный откат с пробитием 22,9. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС, 4-часовик, давайте сразу поставим. Здесь, поскольку нефть отскочила, то и РТС потащили наверх. Здесь единственный какой момент, уровень 163 200. Если закрепление выше этого уровня сейчас происходит, начинается проторговка, то весьма вероятно сегодня или завтра у нас будет следующая цель движения на 165 500 сюда вот. Если сейчас пойдет провал под этот уровень, то соответственно мы сегодня уходим тестировать 162 161 500. Ну, сейчас на текущий момент все привязано к нефти, но больше факторов указывает на то, что будет попытка здесь закрепиться и сходить наверх. Так, друзья, далее евро-доллар. Давайте российский фьючерс возьмем. 4-часовой таймфрейм. Здесь прям четкое движение, как ракета, на 1,1782, а потом 17,90. Вот сюда, в этот диапазон. Соты указывают на то, что по евро-доллару произошел разворот, причем очень четкий и характерный. Вот, но нюанс заключается в том, что немножко не добили уровень 1,1650. Вот как бы если бы добили, то вообще вот что называется, совет да любовь на 1,1790. Вот, поэтому, ну, весьма вероятно, действительно такое движение сейчас произойдет. Но здесь надо понимать, что если этот уровень не добит, может быть какое-то короткое, даже короткое просто движение на 16.50 и потом, соответственно, уход. Конечная цель движения здесь находится 1,18, 1,1812, вот сюда вот. Ну и сильный уровень 1,1790, вокруг которого будет строиться игра. На текущий момент 4-часовик соты указывает на то, что весьма вероятно произошел разворот и, соответственно, движение вот сюда к этим значениям. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневочка, давайте возьмем. Ну, смотрите, здесь как бы с такой нефтью и с такой раскладом, и еще и там Goldman Sachs подлила масло в огонь, конечно, рублю полагается укрепиться, об этом даже не идет и речи. Но здесь надо помнить, что 25 августа заканчиваются крупные налоговые выплаты. Соответственно, 26 августа и уже вечером 25 после размещения УФЗ вся эта блажь, она может закончиться. Так, ну смотрите, по сотам там тоже американские спекулянты свято верят в рубль, нарастили лонгов выше 10 тысяч, это в общем-то определенная рэперная точка. То, что касается часовика, да, вот мы открылись с таким вот гэпом волшебным, но ниже 73,9 ему укрепиться не дали. Сразу его здесь тормознули, рубль. И, соответственно, сейчас вот весьма вероятно будет проторговочка в этом диапазоне до обеда. Дальше посмотрим. Но здесь идея какая? Если 73,9, 73,85 пробивается вот этот диапазончик, то у нас пойдет движение на укрепление рубля, у которого цель будет 73,5. Вот сюда вот. Внешний фон всецело благоприятствует такому движению, но если ориентироваться на старшие таймфреймы по рубль-доллар, то здесь как бы все указывает на то, что рубль будут приспускать. А локально на сегодня и до четверга действительно достаточно позитивная ситуация в части укрепления рубля. Так, друзья, ну в общем-то все основные
инструменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.